Я приветствую вас, мои дорогие друзья, представители знака Зодиака Телец на канале Астро Инспирационе. Таро прогноз. 10 важных дней марта. Давайте узнаем, что спешит в вашу жизнь до конца марта. 20-31 числа, буквально до конца месяца. Что ждет вас и что прояснится. Март – это месяц постепенного весеннего пробуждения, но с глубокими смыслами, с глубокими переменами. Здесь я могу допустить, но если меняется, то это, скорее всего, какая-то обстановка вокруг вас, как и внешние события или переменные в жизни людей, может быть, вашего ближайшего окружения. В конечном итоге это вы что-то будете тут передумывать или какую-то новую конфигурацию выстраивать. Март – это как смена энергии и направлений. И до 20 марта он такой не совсем однозначный. У нас еще Солнце в Рыбах и 19-го новолуние. Вот как раз это и есть новая где-то энергия, новые планы. И пересмотров чего-то прежнего. А с 20 марта Солнце в Овне. И стало быть, больше энергии, больше будет уже активности, оптимизма. Настроение у нас уже будет, несколько иное. Потому что до 20 марта у нас еще сложные такие транзиты, когда до 11 Юпитер был в ретро, а тут уже он у нас набирает ход и, стало быть, помогает нам в прямом движении не растерять оптимизм. От Меркурий до 20 ретро тоже движение. Это мы знаем, что это всегда или задержки, или поломки, или какая-то катавасия, путаница. Но, стало быть, уже он переходит в прямое движение с 20 числа, и мы можем рассчитывать, что постепенно те вопросы или дела, которые несколько подзастряли, или мы сами подзастряли, примут привычный ход. Больше именно энергии будет даже для дел. Или шаг за шагом будет больше ясности в том или ином вопросе, или в событиях, которые вас окружают. Но и Венера до конца марта в Овне. И вам Венера помогает вот именно набраться вот этой активности или набраться уже какой-то решимости, мои дорогие. Поэтому, по крайней мере, начало третьей декады, они будут проходить в более позитивных энергиях, и с большими силами или с большей решимостью по некоторым направлениям. Ладно, давайте с вами узнаем вот эти 10 важных дней. Чем они могут быть важны? И вначале у нас первая колода, 78 дверей, открыты двери или закрыты. Давайте узнаем. Куда-то и сами не пойдем. А может быть, это как сфера жизни, где вам доведется принимать важные решения. Как 3 знака судьбы. Что вам важно знать? Или нужно услышать прямо сейчас? Вот какую подсказку вам дают карты. А вы переложите на свои обстоятельства, на свою жизнь. Как это может проиграться в реальной жизни? Итак, что же там скоро произойдет? Что ждет Тельца? Какой поворот событий? Я этого не исключаю. Может быть, это даже перемены в жизни вот именно других людей или внешние события. Тем не менее, будут оказывать влияние на вас тоже. Итак, что скоро произойдет? Какой поворот событий? И что же спешит в вашу жизнь? Может быть, вот именно с новостью, с информацией или с каким-то пересмотром. Может быть и так. Третья карта. Что же прояснится? Что ждет? Вот именно в связи с тем, что развилось, может быть, несколько прежде. И давайте по основным сферам жизни. Что ждет в жизни личной? Любовь, взаимоотношения. Что ждет Тельцов? Сфера работы, достижений, ваши планы, важные встречи, финансы. Что ждет? Итак, первый знак судьбы. О чем нам хотят сказать карты? Выбор. Вот вы уже приходите вот к этому судьбоносному периоду. Правда, судьбоносные транзиты такие у нас. И вам еще предстоит апрель месяц, мои дорогие. Я должна сказать, даже вот тут дело в астрологии, а не в картах. Завершающий какой-то этап у вас может быть в марте. Когда вы сами что-то тут передумаете, скорректируете собственные планы, это и есть где-то выбор, вот карта выбора. У кого-то это будет касаться ближайшего окружения. И здесь это может быть как и жизнь личная, но у кого-то точно так же это ваша личность. Имеется в виду работа, достижения, вот именно. Или у кого-то бизнес, у кого-то на кону популярность, почему нет? Для вас, знаете, как зеленый свет открывается.
по части вашей популярности. Может быть, кто-то из вас надумает именно работать на дому посредством интернет. И у вас это то время наступает за все прохождение Урана в Близнецах, опять же, зеленый свет. Поэтому кто-то может делать первые шаги или вот этот важный выбор, как дополнительный заработок. Ну, старший аркан, мои дорогие. Но, видимо, знак судьбы говорит о том, что, ну, возможно, вам придется с кем-то договариваться. Возможно, даже по тем позициям, которые вы для себя окончательно как какую-то точку установили. А это придется пересмотреть. Возможно, вы для себя тоже какую-то траекторию, план действий надумали, а тут, понимаете, а это как будто тупик. Вот мне тут тоже надо что-то переиграть. Будьте к этому готовы. У кого-то из вас это будет связано напрямую. Может быть, жизнь личная, если мы говорим жизнь в паре. Какой-то конкретный человек. Давайте второй знак судьбы. Туз жезлов. Ждите какую-то информацию. Она тоже может быть такой поворотной. Или вас может подвигнуть на важные решения. У нас маг показан, волшебник, дверь закрыта, но только не для мага. Несколько пассов, он знает, как ее открыть. Вот может быть даже внезапно несколько, да, как получение новости, информации. Или проявление какого-то человека. Через человека вам какая-то информация приходит, которая будет оказывать влияние именно на ваши планы. Куда вы пойдете, какие двери вы захотите открывать. А где нет? По сути дела, первый аркан, ведь это выбор. И понятно, в две стороны света мы с вами не пойдем. Ну, грубо говоря, направо и налево одновременно точно не получится. И стало быть, если выберем направо, налево придется отказаться. Выбор, еще раз, но побудительный мотив – это именно известие. Но, мои дорогие, может быть, это и не известие, а где-то какая-то история, вот у кого-то из вас так может проиграться, которая долгое время тянулась вот так вот, и вы все не могли на что-то решиться. Или вы не могли решиться, может быть, вы где-то продолжали, потому что у вас, тем не менее, были какие-то в этом плюсы. И здесь сам телец может удивить где-то даже сам себя, потому что все равно вот какая-то точка, как точка невозврата, она у каждого из вас будет. А на апрель у вас добрые энергии идут. Поэтому самый конец марта вы с чем-то должны определиться. Давайте третий знак судьбы для тельцов. Будьте готовы к неожиданностям. Неожиданность и информация. Может быть, это то, что даже в средствах массовой информации. Будьте также на всякий случай готовы даже к такому проявлению людей, как, вы знаете, дурной характер. Правда? Или тот характер, когда вы, может быть, у кого-то так, я надеюсь, не для всех, но кому-то важно услышать, будьте готовы. Предупрежден, вооружен. Даже из разряда тех, с которыми мы выстраивали добрые отношения, мы были в этих людях уверены, а это ведь поворотный какой-то момент по рыцарю жезлов. И, может быть, это вы кому-то скажете нет, или будете в разных сферах жизни, или в чем-то вы не сможете участвовать. Вы можете столкнуться с совершенно такой непредсказуемой реакцией человека, и она, ну, вас может так не только удивить, но как будто мы вообще на некоторое время словно оторопели, правда, мы не знаем, как это воспринимать. Вот и такие коллизии жизненные могут быть. Но здесь может быть еще и такой факт, когда вы действительно слышите какую-то важную новость, и вам придется собраться и куда-то поехать. Или это сама по себе подготовка к какой-то поездке. Возможно, этого у кого-то далеко будет, а у кого-то... Или вы смените план, собирались в одно место, тут вы что-то переиграете. Или собирались в одно время, а тут как-то... Ведь это карта скорости. Вот здесь идет с каким-то ускорением. Последние 10 дней могут быть для вас не только связаны с каким-то поворотом событий, с выбором, так еще и действовать придется быстро. Ладно, давайте узнаем. Очень интересно. Так что же это скоро произойдет? Что ждет вас? Какой же это поворот событий? Тут вам нужно что-то по деньгам решать. Девятка кубков – это карта, я иногда говорю, эгоиста. Может быть, в некотором смысле вам побыть эгоистом. Побыть эгоистом хотя бы по части финансов. Держите гроши, финансы крепко. Потому что тут не говорят нам с учетом вот 3 знаков,
что вообще какие-то траты возможны. Аккумуляция больше, когда мы именно сохраняем, сберегаем. Потому что может быть вот этот прорыв по финансам у кого-то так. Когда, знаете, вы чувствуете, можно вот-вот по финансам как будто будет вздохнуть свободно. Но, может быть, вот это самые первые такие ласточки, да, это прелюдии какие-то перемен, они у вас происходят вот в эти 10 судьбоносных дней марта. Но не время эти деньги тратить, тут нужно сохранить, потому что дождитесь апреля, хочется сказать. Или, по крайней мере, планы, может быть, у кого-то по части жилья даже, да, на кону. Но вот, понимаете, какая-то вдумчивость и продуманность от начала до конца должна присутствовать в вас самих. Потому что девятка кубков– это карта финансового успеха, получения денег, это да. Но она ведь девятка, и по нумерологии это вибрирующее число. Когда вроде бы победа, да, ну вот представьте 9. Одно число мы смотрим 9, а если мы перевернем, это 6. 6 это всегда победа. Поэтому для кого-то из вас, ну как не упустить какую-то возможность будет очень важно. Но она определенно будет. Может быть и несколько неожиданно, нетрадиционно. Это как шанс, ведь туз жезлов– это карта шанса. Вот и держите. Ваши ресурсы, ваши возможности крепко в ваших руках. Что идет в вашу жизнь? Что спешит на ваш порог? А вот тут кто-то спешит, вполне вероятно. А вот, и, кстати, рыцарь жезлов, когда у меня повторяются несколько, да, вот, но так получается, что именно значение в этой колоде рыцаря жезлов и рыцаря мечей в другой колоде, они пересекаются. Первое, конечно, любой рыцарь– это действие, это активность, поэтому будет активность. Если мы говорим неожиданности, здесь тоже присутствуют неожиданности, и по этой карте это могут быть неожиданные какие-то возражения в отношении вас. Я уже говорила об этом. Поэтому здесь кому-то может не понравиться ваше решение, будьте стойкими к этому. Для кого-то из вас будет совершенно необходимо переделать документы. Кто-то будет, ну, может, банально, готовить декларацию или какую-то конфигурацию, кстати, по финансам. Может быть, какие-то выплаты. Или, может быть, так складывается ситуация, что тут действительно отправляться в дорогу нужно и подумать о финансах. Так что уже это придет в вашу жизнь. Вы знаете, так складываются обстоятельства, чтобы вы что-то изящно завершили. Вот она, шестерка пентаклей, карта финансового успеха, благополучия, помощи высших сил. Мои дорогие тельцы, не упустите какого-то судьбоносного шанса. Это касается, может быть, разных сфер жизни, но в центре все-таки это финансы. У вас сейчас тоже идет своего рода подготовка, можно сказать, судьбоносная. Ведь Уран 26 апреля, вот уже через месяц, переместится в знак зодиака Близнецы, в первый дом гороскопа. В вашем знаке он будет во втором доме. Это финансы. Вот тут здесь прелюдия перемен. Добрые силы идут, но мы не должны, не можем как будто, точнее мы можем, но, наверное, сомнительным результатом, если мы будем поступать или пользоваться прежними методами. Кстати, карта, я уже говорила о финансах, вот как будто сберегай. Деньги должны быть в твоих руках. Почему? Потому что здесь иногда по шестерке, это к нам обращаются, шестерки пентаклей, с просьбой одолжить денег, помочь кому-то. Очень такая разумная помощь должна быть. Карта говорит, помни, рука дающего завтра станет рукой просящего, если ты что-то, телец, правильно не просчитаешь. Что же прояснится? Но это правда центральная тема финансы. Вот такая прелюдия перемен. Две девятки. Две, по сути дела, два порога или порог один, но какой-то высоковатый порог, может быть, по части денег. Ну вот, может быть, а ведь тут эмоции вообще-то у нас с этого началось. Поэтому эмоций будет много, мои дорогие. Ну, где-то отпустите эти эмоции, как минимум в конце марта, потому что рационализм, логика и математический подсчет, ничего другого. Кому-то карта будет говорить о том, что даже придется потратить, может быть, какую-то сумму денег на себя самих. У кого-то это будет касаться здорового образа жизни. Вообще нам показана, девушка отдыхает. Она пользуется заработанными ресурсами. Она не то что помогает кому-то, она именно больше, ну, занята собой.
Конечно, тут не все так просто. Там вот у нас какие-то напитки стоят, да. Ничего не делать чересчур, потому что одно дело себя, ну, во здравие, что называется, побаловать, а другое дело просто побаловать и где-то вовремя не остановиться. Будет желание потратить деньги, это точно по всем 3 картам. Эдакое прикупить что-нибудь или, может быть, сделать кому-то подарок, сделать кому-то приятное. Я знаю, вы умеете, вы любите. Когда вокруг гармония, все довольны, все счастливы, самое время, мои дорогие тельцы, задать себе вопрос. Ну хорошо, сейчас все счастливы, завтра я буду счастлив. И если какая-то прежняя история, какой-то дежавю, ну или оно повторится, или я себя добровольно вот в какой-то финансовый минус могу погрузить. Ладно, давайте с вами узнаем, что же в личной жизни. А вот тут какая-то запутанная история. По Луне ясности, мои дорогие, точно нет. Но со знаком плюс я вам скажу, как это проиграется. Это наши тылы. Мы улучшаем, мы делаем жилье более комфортным. Или когда мы обустраиваем, делаем ремонт. Или, ну, что-то для самих себя именно по дому, ну, оптимизируем. Или делаем так, как нам удобнее, может быть, и так. Вот мы строим, по сути дела, тылы. У кого-то это может касаться и личной жизни, ведь добрая карта на личную жизнь, кстати. Это эмоции, это чувства, это интуиция прежде всего. Но всегда Луна предупреждает. Ты куда-то не торопись делать выводы. Тебе сейчас как будто, ну, опять же, ни вправо, ни влево. Почему говорю так? Часто на классических колодах у нас 2 башни на аркане Луна. Возле одной шакал, возле другой волк. Так вот вам и не к шакалам, и не к волкам. Проживите как минимум эти 10 дней, но с пользой для самих себя. И все то, что я сказала до этого. Дальше разберетесь, потому что у вас пока по части личной жизни, увы, четкой ясности нет. Поэтому и тылами, наверное, нужно заниматься. И избегайте толпы. Но и 2 пентаклей об этом подтверждает. Жонглер. Между. И не вправо, и не влево, а именно между. Никому не говорим «да», никому не говорим «нет», говорим «подумаю», «я пока не знаю», «у меня много задач нерешенных», «много незаконченных дел», ну и так далее. У кого на что, кто на что гораст, у кого на что фантазии хватает, мои дорогие. Одним словом, держим двойной баланс. Но по этой карте будь готов на легкий подъем. Будь готов пробовать по части финансов какой-то новый проект. Может быть, проект на дому. Опять же, я такое не исключаю. Рассматривай все абсолютно варианты. И просчитывай, просчитывай. Вот почему-то на личную жизнь. Может быть, какой-то у вас вопрос финансовый решается, а деньги, я часто говорю, один из способов взаимодействия с миром. Стало быть, вам, чем больше буквально вот этих вот способов взаимодействия, тем вы чувствуете себя более устойчиво. Ваши достижения. Еще одна карта. Сохраняй. Нет здесь какой-то ломки шаблона. Нет здесь того, что все переворачивается с ног на голову. Ну и слава богу, правда, мои дорогие? Я спрошу, но опять же 4 пентаклей, карта якоря. Вот от того, вы смотрите, как выпадают. Вот от того, вот все, что я сказала, да, и по знакам судьбы, и предыдущая позиция, именно финансовая история для вас выстраивает новое качество жизни. Вы можете как будто соскользнуть, а можете выбрать себя. И вот так вот очень разумно вот это новое качество, новые возможности, они уже практически пытаются войти в вашу жизнь. Но еще осталось некоторые штрихи, знаете, как такой штрих на холсте. Какие-то краски вам еще нужно разрисовать или наоборот затушевать какие-то прежние вопросы, потому что здесь так или иначе нужно вот этот правильный ориентир, как будто выбирать в конце марта. А для кого-то из вас это действительно рост, может быть, популярности, или вы приступили к какому-то проекту. Здесь может быть быстрый прогресс, мои дорогие. Может быть, вы даже что-то попробовали. Может быть, дополнительный доход. Или задумались о том, чтобы построить карьеру. Вот для вас популярность, она имеет большое значение. Потому что на 7 лет вперед
начиная с конца апреля. Ну, даже где-то и еще сам апрель может вам давать, знаете, как не случайные случайности, какую-то информацию. Или как поток ваших мыслей, да, какие-то задумки, которые нужно обязательно пробовать, не отказываться. Я бы сказала, посвятите себе, мои дорогие тельцы, последнюю декаду марта. Для вас это важный период в вашей жизни. Финансы. Восьмерка жезлов говорит о том, что даже ситуация как-то может пойти в гору. Мы с вами говорили. По этой карте мы как выруливаем на обгон. Я уже тоже об этом сказала, не повторяюсь. Но это действительно может быть неожиданное известие, неожиданная новость. Может быть, это даже та возможность, когда вы для себя установите, для себя самого, без каких-то согласований, вот именно глубоко в своей душе. И это будет касаться финансов, как ваша новая стратегия и тактика финансовая. И она вам позволит быстро вырулить на обгон, быстро решить какие-то злободневные насущные вопросы, закрыть какие-то финансовые бреши или буквально для вас откроет новые перспективы. Мне хочется спросить, к чему это идет. Да. Тут совершенно как жизнь с чистого листа по части финансов. У кого-то на кону будет переезд, у кого-то может быть перестройка бизнеса, личного дела. Или пусть начинание пажи, да? Здесь может быть по части денег, и я такого не отрицаю, пажи это вестники. Тут может прийти какая-то депеша, может быть финансовая, или ну каким-то образом к финансам все равно она относится. Или может быть конкретный документ, который вы его получаете, который касается финансов, и где-то это вас тоже будет подталкивать очень так правильно, рационально и математически что-то по финансам подсчитать. Но вы уже сами будете чувствовать, что я на пороге перемен. Я могу сказать, что, надеюсь, именно вот эти 10 дней марта для кого-то из вас будут добрым, переломным моментом в лучшую сторону, в сторону нового качества жизни, в сторону солнца. Перекладывайте на себя, мои дорогие, любимые тельцы. А я благодарю вас за то, что вы смотрите мои видео, за ваши добрые искренние комментарии. Оставайтесь со мной, подписывайтесь на мой канал, читайте мои публикации, и все ссылки я оставлю в описании под видео. А я вас люблю, и вы будьте счастливы, будьте любимы всегда.